Всем привет, меня зовут Илья. Меня зовут Ирина, а это Машенька. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. А в этом видео мы расскажем о том, как мы спонтанно решили поехать в Таиланд. И о том, какую роль в этом сыграла медитация. Всем приятного просмотра. В прошлом году летом мы взяли в ипотеку дом и мечтали скорее в него переехать. Мы делали ремонт целый год, но переехать так и не успели. Тогда мы решили поехать куда-то на зиму. У Ильи давно была мечта путешествовать по всему миру. Перед нами стоял выбор из множества стран. Мы не могли выбрать головой и решили выбирать по ощущениям. Сели, помедитировали и спросили, куда же нам поехать. Перечисляли разные страны и прислушивались к себе. И у обоих ответ был Таиланд. Каждый раз испытываешь восторг, приходя на море, потому что это офигенно. Итак, это было абсолютно спонтанное решение лететь в Таиланд. Перед отъездом нам нужно было доделать все незавершенные дела и в первую очередь съездить в дом и передать все дела нашему папе. Как пользоваться коммуникациями, зачем следить. И мы хотели просто попрощаться с домом на некоторое время. Как только мы решили поехать в Таиланд, начало меняться наше состояние. Мы вдруг поняли, что очень напряженные, и это напряжение начало потихоньку нас отпускать. Последний день перед отъездом в Таиланд гуляю по лесу. Очень кайфово тут. Когда мы приехали в Таиланд, мы поняли, почему он так влияет на нас. Здесь есть понятие «сабай-сабай». Оно означает, что люди не напрягаются, они очень расслаблены, умеют получать удовольствие от того, что у них есть в жизни, от той жизни, которую они сейчас ведут. Не нагружают себя тяжелыми мыслями, не мучаются какими-то сложными вопросами. У них как будто все очень легко и не очень всерьез. Они лучше будут просто наслаждаться жизнью и течь по течению этой жизни. Понятно, что в России менталитет сильно отличается от тайского. Мы намного более серьезные, стремимся постоянно к какому-то совершенству, к достижениям. И иногда уходим в такие крайности, что внутри создается это напряжение. Благодаря сочетанию России и Таиланд у нас стало балансироваться состояние, мы стали расслабляться, и я была этому очень рада. Даже какие-то сложные вещи, которые мне казались есть в моей жизни, вдруг приобрели меньшее значение и перестали быть такими сложными. Мы начинаем как будто отпускать из себя, что вот какой ты сейчас есть, ты себя так должен принимать и таким чувствовать, ничего от себя нового, там, супер, не ждать. Мы всегда мечтали жить на земле и надеемся, что переедем в дом. Это наша мечта осуществится. Но это будет чуть позже. Мы приехали в дом сегодня последний раз перед отъездом. Уже становится очень уютно и похоже на конечный вариант. Все мимолетно, материальное, это как бы такой внешний фон. И когда мы уезжаем, оставляем дом, мы становимся более привязаны к материи. Хотя мы так ждали, мы так торопились с ремонтом, хотели быстрее сюда приехать и жить. А сейчас мы сидим последний раз перед отъездом на заднем дворе дома и наслаждаемся тишиной,
покоем, который всегда встречает нас, когда мы приезжаем сюда. Нас ждал длительный перелет в Бангкок, но об этом мы расскажем уже в следующем видео. До новых встреч!